Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим об умном интеркоме от компании Xiaomi. Это мультифункциональное устройство, которое сочетает в себе функции дверного звонка, видеоглазка, переговорного устройства с возможностью воспроизведения ранее записанных сообщений и камеры наблюдения. Модель LSC M01. Наружная часть оснащена HD-камерой с углом обзора в 161 градус, кнопкой звонка, динамиком и микрофоном, система распознавания людей на расстоянии от 3 метров. Может устанавливаться в двери толщиной от 35 до 110 мм. Внутренняя часть имеет IPS-экран диагональю 5 дюймов и аккумулятором 6000 мАч. Для зарядки используется разъем microUSB, а для связи Wi-Fi 2,4 ГГц. Поставляется устройство в белой картонной коробке, справа вверху логотип Xiaomi и Midze, по центру цветное фото гаджета. Приступим к открытию. Все упаковано плотно и надежно, насчет сохранности при пересылке можно не переживать. Вот все, что находится в коробке, а сейчас мы рассмотрим подробнее все элементы устройства. Плоская черная пластина с отверстиями, в нее зажимается кабель от наружной части с камеры, так его удобнее провести через толстую дверь. В кульке крепеж. Крепеж состоит из 4 пар винтов, все предназначены для одного и того же крепления наружной части. Длина винтов выбирается в зависимости от толщины двери. В комплекте идет и отвертка, монтаж можно провести без дополнительных инструментов. Снаружи двери находится модуль с камерой, микрофоном, динамиком и кнопкой вызова. Корпус модуля металлический. Под объективом камеры находится кнопка звонка, над ним датчики освещенности и движения. На торцевой части видно отверстие динамика. В глаза, особенно на темной двери, устройство сильно бросаться не будет. Сзади находится вытянутая часть, которая утапливается в отверстии дверного глазка в двери. На ней расположены отверстия для винтов и интерфейсный кабель. Кабель плоский и в плотной оплетке. Еще раз напомню про специальную комплектную пластину, которая поможет провести кабель в толстой двери. В основании находится кнопка, которая служит для определения попытки снятия модуля с двери. Для надежности можно использовать и двусторонний скотч по окружности. Изнутри двери находится часть с аккумулятором и экраном. Внизу в центре USB Type-C для подключения кабеля наружной части. Рядом слот для карты памяти. Справа находится кнопка включения и microUSB для зарядки аккумулятора. Со стороны двери на панели находятся специальные выступы для установки на подставки. Большую часть фронтальной части занимает 5-дюймовый экран, под которым находится кнопка для его активации. Сзади внизу продублирована модель устройства и указан год выпуска. Крупным планом. Кнопка включения устройства, при нормальной работе она не нужна. Колодец кнопки сброса и разъем для зарядки аккумулятора. Эта пластиковая рамка не содержит в себе никаких электронных компонентов, но при этом она является неотъемлемой частью устройства дверного интеркома. Два отверстия под винты служат для удерживания внешнего модуля, под ними находится закрытая крышка отверстия для кабеля. С внешней стороны имеются пазы для установки экрана, в центре нижней части подставка для разъема интерфейсного кабеля. Чтобы было понятнее устройство системе, сначала соберем его на стенде. Связь между внешним и внутренним модулем обеспечивается интерфейсным кабелем с разъемом USB Type-C. В зависимости от толщины двери нужно подобрать подходящие винты из комплекта, длины которых хватит, чтобы пройти через всю дверь. Под пластиковой съемной крышкой на держателе имеются два паза на металлической планке для этих винтов. Головки винтов проходят сквозь круглые отверстия и поднимаются вверх в пазах. После этого винты затягиваются, таким образом надежно закрепляются на двери и наружный модуль с камерой и сам держатель для внутренней части. А в нижней части держателя находится еще один специальный паз, в котором размещается разъем интерфейсного кабеля. А после установки пластиковой крышки он фиксируется на одном месте и точно попадает в слот внутреннего модуля с экраном. Вот так устройство выглядит в сборе. Между внутренней и наружной частью находится дверь. Включается устройство довольно быстро, изображение транслируется в онлайне. Для экономии заряда экран через несколько секунд гаснет. При нормальном использовании выключать его кнопкой сбоку не нужно. При нажатии на кнопку звонка экран изнутри автоматически включается, показывая звонящего.
Кроме этого, на телефон в этот момент приходит уведомление. Теперь соберем устройство на двери. У меня стоял самый обыкновенный глазок, снимаю его. Отверстие от глазка и будет использоваться для интеркома, увеличивать диаметр необходимости нет. С наружной стороны устанавливаю модуль с камерой. Помним про двусторонний скотч по контуру, который может предварительно выставить и закрепить модуль. Внутренняя сторона двери. Видны головки подобранных по длине винтов и интерфейсный кабель для связи с внутренним блоком. Устанавливаем держатель. Винты в пазы пластины, разъем кабеля в нижнюю часть. Теперь винты нужно максимально плотно закрутить, таким образом они будут удерживать внешний модуль интеркома и держатель экрана. Устанавливаем крышку, которая фиксирует положение разъема интерфейсного кабеля. И теперь устанавливаем на нее внутренний модуль с экраном сверху вниз. Он фиксируется на пазах. В разъем интерфейсного кабеля входит соответствующий слот. Камера реально очень широкоугольная, захватывает весь коридор с запасом. На видео немножко ярко, но это из-за съемки в темноте, визуально видно все отлично. Подключал в Mi Home я так. В списке устройств нашел Mi Smart Video Doorbell с монитором и запустил мастер подключения. В нем я указал свою домашнюю сеть и пароль к ней. После этого мастер подключения генерирует QR-код, который нужно считать камерой устройства. В коде содержатся данные подключения к сети. Далее ждем применения настроек, после чего устройство перезагружается. После этого проходим 3 заключительных шага: выбор локации, имени и доступ к гаджету с других Mi аккаунтов. Теперь устройство появилось в общем списке Mi Home. Кто смотрит мои обзоры, не мог не заметить, что количество устройств у меня уменьшилось примерно вдвое, потому что почти все ZigBee девайсы переехали на USB стик. В плагине открывается список событий, которых пока нет, и режим онлайн просмотра с камеры. Плагин сразу предложил использовать и имеющийся у меня внешний экран на умной колонке Xiaomi AI Touchscreen. Меню настроек довольно объемное, имеет много различных опций. Например, включение расширенного динамического диапазона, автояркости экрана, коррекция бочкообразности и автоматическое обновление прошивки. Также можно активировать режим ночного видения, в котором будут работать инфракрасные светодиоды. По умолчанию он стоит авто, но бывают случаи, когда нужно установить вручную. Есть режим обнаружения движения, где можно настроить чувствительность, голосовое уведомление и запись. Звонок устройства можно настроить как по типу, так и по громкости. Режим локальной сигнализации включается, если перед дверью кто-то стоит не менее указанного в настройках интервала времени. Также имеется режим оповещения о низком заряде аккумулятора. В меню уведомлений можно выбрать тип событий: звонок в дверь и уведомление о движении. Настроить их тип, обычный или усиленный. Можно выбрать, в каком случае при определении присутствия оповещать об этом. Вот варианты уведомлений, как при звонке в дверь, тогда пишет о визите, так и при нахождении человека просто перед дверью. А вот так звонок пытается напугать незваного гостя. По мере генерации событий они начнут отображаться в плагине устройства. Они будут доступны даже без microSD карты в виде очень коротких видеороликов, которые будут сохраняться на облаке в течение 3 дней. Имеется режим распознавания лиц, его можно попробовать бесплатно в течение месяца. Но при этом перед дверью должно быть достаточно хорошее освещение. Тут видны расценки на хранение в облаке. При звонке в дверь можно общаться с посетителями удаленно через приложение, нажав кнопку видеозвонка. Можно изменить свой голос на клоунский или брутальный, а также использовать ранее записанные сообщения, они, правда, на китайском. Но можно записать и собственное короткое голосовое сообщение и дать ему имя, оно будет доступно в общем списке. Тестирование. Если кто-то пришел к вам домой и вы запустили записанное сообщение. В автоматизациях устройство может быть и триггером, и действием. В качестве триггера доступно 7 опций, включая и отключение, и попытку снятия, разряд аккумулятора и, конечно, обнаружение движения или стоящего человека, звонок в дверь. В оригинальном плагине в действиях есть ошибка, дважды указано включение экрана. В модифицированной версии сайта copyba.ru это исправлено. 3 действия, в начале которых стоит знак тильды.
Пример автоматизации, которая будет записывать видео при обнаружении движения. Устанавливать карту памяти определенно есть смысл, так как на ней будут храниться все записи с камеры, причем в полной версии. Папки в ней формируются по датам. Внутри находятся видеоролики и небольшие превью к ним. Название их – это время в часах, минутах и секундах по пекинскому времени. Фото с камеры устройства, разрешение 1280 на 720. Так выглядит полное видео с карты памяти 1280 на 720, 10 кадров в секунду со звуком. Пишется весь фрагмент, где есть движение. А на облако пишется только 2-секундный фрагмент с теми же параметрами. Еще один пример полной записи. И короткого фрагмента на облаке. Что касается автономной работы звонка, тут, конечно, многое зависит от интенсивности его использования. Количество звонков, количество посетителей, как будет настроена запись по движению, сколько раз будет активироваться экран. Но в любом случае нужно рассчитывать не менее чем на 10 дней автономной работы, после чего устройство нужно будет зарядить, можно даже от пауэрбанка. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!